Всем привет! Нас зовут Миша и Лена, и мы путешествуем по разным странам. И в этот раз мы отправляемся в Японию. Высокие технологии, крохотная жилплощадь, культ покемонов, аниме и хентая. Потрясающие парки с ручными оленями, а также зачем японцы в новогоднюю ночь идут в храм. Как сейчас выглядит город Хиросима спустя почти 80 лет после атомной бомбардировки. Почему так популярны игровые автоматы, а особенно с женским ношенным нижним бельем. Как японцы справляются с постоянными землетрясениями. И это лишь вершина айсберга фактов страны восходящего солнца. Мы начинаем. В этой серии выпусков мы посетим 4 города с совершенно разным колоритом, и первым делом отправляемся в префектуру Фукуока с ее одноименной столицей. Отметим, что в прошлой серии мы путешествовали по Южной Корее, и для поездки в Японию мы выбрали не самолет, как обычно, а самый настоящий межгалактический корабль. Конечно, мы шутим, на самом деле это паром, но выглядит он очень футуристично, а круиз был очень комфортным, быстрым и красивым. А что еще круче, более дешевым, чем авиаперелет. Берите на заметку. Итак, накануне Нового года мы оказываемся в городе Фукуока. И чтобы сполна понять традиции Японии, окунуться в местный колорит, нам на помощь приходит наш местный друг Кенджи. Кенджи говорит о том, что на Новый год здесь особо не тусуют. Люди, в частности, берут и идут в храм. Будь то буддистский или синтоистский. Представляете, в 12 часов ночи люди отправляются к храму, они молятся, делают подношения. И что интересно, вот смотрите, вот эта вот вся очередь выстроилась в храм, чтобы как раз-таки до Нового года успеть оставить свои пожелания, свои молитвы. А к 12 ночи говорят, что здесь будет прям очень много людей. So much people in 12 o'clock, yeah? И также параллельно из-за того, что сюда стекается очень много людей, здесь организуется на территории храма ярмарка, на которой можно купить всякие ништячки, что-то перекусить, взять сувенирчики. Сейчас почему-то набирают популярность фрукты в карамели. Прям берут кусочки, дольки ананаса, виноград, все это прям окунают в карамель и вот так вот вывешивают, продают. Здесь важный момент, что когда вы приходите в храм, необходимо сделать омовение. Только здесь его делают по-особенному. Здесь нужно омыть не только руки, но еще и рот. I can repeat? В общем, мы используем вот такой черпачок. Набираем водички. Левая рука сначала, затем правая. И с левой руки мы чуть-чуть... Окей, right? Поэтому я причастился и могу теперь зайти в храм. Один из интересных моментов — это то, что они используют вместо привычной нам традиционной елки. У них новогоднее дерево выглядит следующим образом. Это несколько стеблей бамбука, украшенные цветами и соломой. Но посередине, смотрите, они добавили немножечко хвои. Друзья, сейчас нам удалось принять участие в довольно-таки сакральном ритуале. Новый год встречается в Японии совсем необычным образом. То есть не так, как принято у нас, собираться шумными компаниями. Здесь же люди к 12 ночи приходят в храм, синтоистский или буддийский, и просят о своих желаниях, то есть молятся. Для того сейчас мы еще поучаствуем в одном интересном ритуале, когда можно предсказать то, что произойдет с вами в этом году. Мы берем монетку и закидываем вот в этот волшебный ящичек. И следом вытаскиваем бумажку с предсказанием. У Лены, представляете, попался талисман. Покажи, пожалуйста, что это? Что за талисман? Да, действительно. Какая-то зверушка, да? Best? У Лены все прекрасно. Поздравляю, Лена. Настал момент истины у меня. Что же там внутри находится? Довольно-таки интересная церемония, на самом деле. Смотрите, вы не просто сидите за столом целый вечер, вам нужно пройти целый ряд ритуалов. Во-первых, нужно прийти к храму. Во-вторых, постоять в этой длинной-длинной очереди, чтобы позвонить в колокольчик и загадать желание. А потом вы можете еще и узнать, что же вас в дальнейшем ждет. И что же там внутри. У меня тоже есть какой-то талисман. Кенджи утверждает, что этот бог приносит удачу. Но в плане предсказания, 50 на 50. И напоследок
То, что с вашим предсказанием нужно сделать, это завязать его вот на такую вот веревку. Привязываем ее крепким узлом, чтобы желание точно укрепилось здесь, на территории храма, и чтобы удача сопутствовала однозначно. Новый год в Японии отмечают традиционно с 31 декабря на 1 января. Стоит заметить, что жители Японии очень суеверны. Они боятся злых сил. Новый год для них то время, когда совершается большое количество ритуальных действий. Все строго по определенным датам. Так они уберегают себя от несчастий и бед. Может, еще и поэтому все прилавки новогодних ярмарок буквально завалены оберегами, ритуальными предметами и масками. А еще до 31 декабря каждый японец старается раздать все долги и уладить разногласия и ссоры с другими людьми, особенно с родственниками. Есть ли Дед Мороз в Японии, спросите вы? В привычном для нас понимании как такового нет. Здесь в праздновании Нового года принимает участие бог Хатеоша. Он исполняет желания и дарит счастье людям, а те в свою очередь стараются привлечь его в свой дом, устанавливая специальные композиции кадамацу. Но я думаю, что многие, кто вырос в 90-е и 2000-е, знают о покемонах. Покемоны — это вообще такой, можно сказать, бестселлер, который навел шум на весь мир и наводит до сих пор. Как мы это узнали? Да просто увидели сами. Здесь в Фукуоке есть огромный магазин, который торгует атрибутикой, игрушками и всеми сопутствующими товарами, посвященными именно покемонам. Просто посмотрите, какие толпы людей вокруг. И причем это не только дети, здесь есть и взрослые. Здесь более того, что вы можете купить что-то, посвященное покемонам, так вы еще можете поиграть в игровые автоматы, в которых можно сражаться за разных персонажей. То есть, смотрите, раз, два, три, четыре игровых автомата, и они все заняты. А какая очередь перед этими игровыми автоматами? И вот в чем японцы молодцы, так это в том, что как только что-то выстреливает, будь то манга, будь то аниме, они сразу же это коммертизируют. Они делают множество магазинов, бутиков, и сразу же в тот же момент появляется культ этого. Вот вам еще пример креативного мышления японцев. Зачем придумывать даже какого-то персонажа, если у них есть поезда, которые славятся на весь мир, это синкансены, и можно сделать магазин, посвященный всем поездам Японии. Толпы детей будут глазеть и желать поиграть в это. А поиграть в это можно. Если приглядеться, то там даже можно найти специальные пульты управления. Я так понимаю, с их помощью можно запускать поезда. Смотрите, здесь есть как японские варианты синкансен, так и более традиционные. Например, паровозик Томас. Чего далеко ходить, можно взять то, что уже популярно, и раскручивать это в своем магазине. Но на самом деле это просто мечта. В Японии дети, по-моему, самые счастливые. Если бы у меня в детстве был такой выбор поездов, железных дорог. Вы понимаете, помните вот эти вот старые такие вот они примитивные, они у всех были одинаковые, вот эти вот железные дороги. Здесь же ты можешь собрать свою собственную железную дорогу. Можешь купить разные поезда, будут по ней курсировать. Можешь добавить туда разные семафоры, шлагбаумы и прочие сопутствующие штуки, которые создадут вашу уникальную железную дорогу. Мы идем дальше, но напоследочек вилки в виде синкансенов. На секундочку хотелось бы рассказать о жилье. Если вы все еще недовольны своей маленькой жилплощадью и что совершенно неудобно жить в своих 10-15 квадратных метрах, то вы глубоко ошибаетесь. То есть вот так выглядит среднестатистическое жилье в Японии. Причем стоит оно вполне себе недешево. Да, $350 за месяц. Это вот за вот эту вот комнату. Конечно же, здесь есть санузел, есть ванная комната. Мы, собственно, остановились в гостях у Кенджи, нашего приятеля. Все вещи и весь быт, в принципе, находятся вот в этой комнатке. Гардеробная часть, спальная часть. Весь дом поделен на вот такие комнатки и сдается в аренду.
Но и какая же Япония без огромного количества манги и комиксов? Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Только 6 стеллажей, которые с двух сторон напичканы всеразличной литературой. Ни за одну из этих книжечек я не шарю, к сожалению, но их здесь реально много. И я думаю, что тот, кто фанатеет по японским комиксам, по японской манге, он просто здесь будет как в раю. А если пройти чуть-чуть поглубже к тайным стеллажам, то можно найти хентай. И не только. И всякие йойки. Но тот, кто знает, тот меня поймет. Их тут очень много. Мы светить их не будем особо, а то забанить могут. Периодически можно натыкаться на магазинчики, где будут продавать традиционный японский наряд. И выглядит он вот таким вот образом. Это будет что-то вроде верхней кофты, рубашки и штанов. А вот этот наряд используют для фестивалей. Но также, если пройти вовнутрь и туда посмотреть, то можно увидеть множество курточек ручной работы с просто изумительной вышивкой в японском стиле. Честно сказать, только цена здесь будет тоже изумительная. Но если вдруг финансы позволяют, то стоит рассмотреть в покупке такую вещь. Честно говоря, мы даже не стали туда заходить, потому что там столько людей, да вы просто посмотрите, какой там ажиотаж, там реально толпа. А все почему? Все потому, что это магазин, павильончик, в котором представлено, я не знаю, около 100 автоматов, в которых можно закинуть монетку и вытянуть какую-то игрушку, посвященную твоему любимому мультику, фильму, игре, манге, комиксам. Да чему угодно. Иногда можно, немножечко растеряться и потерять монетку, которую ты берег для того, чтобы наконец-то выбить своего любимого персонажа. Но просто у меня нет слов. Здесь 2 этажа. Пойдемте. Кажется, я промахнулся с масштабом трагедии, но внизу оказалось больше 100 автоматов. Их там 300 с лишним. И здесь еще 300. Причем заметьте, что они не повторяются. То есть вроде как, они синенькие, одинаковые, но содержимое будет отличаться. Здесь будут какие-то поезда, здесь рюкзачки, здесь паровозики, здесь куколки. Что у вас здесь происходит в Японии вашей? Они очень хитрые. Вы не представляете, насколько они хитрые. Знаете, я вот этот вот черствый мужик с бородищей приперся сюда и хожу мимо этих автоматов, и ничего меня не привлекает. Но вы понимаете, что они поставили? Они поставили автомат, где цыпляток надо вылавливать. Вот таких малюсеньких цыпляточек. Вот этим вот краном. Как я могу пройти мимо этого? Ни пуха, ни пера. Поехали! Давай, давай! Нет, да! Пожалуйста! У меня теперь свой собственный японский цыпленок. Назову его Япошка. Вот идешь ты такой по Японии, и вдруг захотелось тебе поесть, а кафешек вокруг нету. И что же делать? На помощь приходят японские автоматы. В автоматах здесь можно не только купить какие-то напиточки или вкусняшки, здесь можно сделать полноценный обед. Но Кенджи говорит нам, что лучше все-таки не пробовать с этих автоматов рамен и прочую еду, потому что может оказаться либо не свежий, либо же может быть просто невкусный. Метрополитен в Японии дело непростое, но возможное. Лучше всего будет покупать не каждый раз билетик, чтобы проехать на метро, а лучше сразу же купить карточку, которую можно будет пополнить. Если нужна та карточка, которая будет действовать по всей Японии, то ваш вариант — это одна из этих 9 карточек. Очень важный момент. Вас могут не простить в том случае, если вы не будете соблюдать в Японии очередь. Очередь — это очень важно. Так вы показываете то, что вы культурный человек и не нарушаете, так скажем, общественный порядок. Даже когда вы ждете поезд метро, необходимо стоять в своей очереди и не толпиться, не лезть вперед.
Ну что ж, мы продолжаем наше путешествие по Японии, и мы часто показываем, как можно путешествовать бюджетно. И сегодня мы попробуем прокатиться по Японии автостопом. Мы, правда, не знаем, что из этого выйдет, но покажем вам и узнаем сами. А еще огромного респекта заслуживает ландшафтный дизайн в Японии. Как они выстраивают все гармонично в своих двориках, в своих садиках. Это просто фантастика. Стоит, например, взглянуть вот на этот дом или храм. Мы даже не знаем, честно говоря. Но выглядит как-то усредненно. Но насколько же все искусно высажено, подстриженные вот эти вот шапочки у деревцев, очень аккуратные кустики, огородик, на котором растут лучок, вижу, капусточка какая-то, несколько деревцев с мандаринчиками, с лимончиками, вон там лимоны зеленые висят. А еще в Японии реверсивное движение, и все машины праворульные. Поэтому, когда вы приедете, вы можете быть немножечко ошарашены и немножко не понимать, с какой стороны переходить дорогу и с какой стороны садиться в машину. Ну что ж, наш первый автостоп в Японии. Остановился нам дядечка и сказал, что вы смешные, что стоите здесь на остановке автобусной и пытаетесь куда-то уехать. Говорит, давайте я вас отвезу на сервис-серию. Аригато.多分これ卵これ You want? じゃあこれ多分 Окей. Ребята, и еще вкусняшкой нас угостили. Я уже не раз говорил о том, что путешествие автостопом это не только бюджетно, но еще и красиво. Вот сейчас мы проезжали мимо классной локации с таким красивым мостом, и водитель говорит, а давайте-ка остановимся и немножко передохнем, поразомнем ноги и можем сделать красивые кадры. Пускай так и будет. А я не просто так разговариваю, потому что мы знаете в каком городе? В городе Китакисю. Представляете, город здесь называется Китакисю. Это просто настолько милейшее название. Вообще в Японии довольно-таки часто встречаются какие-то кошачьи названия. Что-то Кися, Кисю и тому подобное, но это неспроста. Вот посмотрите на машины, которые находятся за моей спиной. Это же просто коробки. А котики, они любят коробки. Значит, японцы это котики. И перемещаются они тоже на таких вот коробочках. И даже мы на коробушке с тобой едем, да, на маленькой? Да, это Сузуки. Ну, причем этой модели я не видел, чтобы она встречалась на нашем российском рынке. Пара советов по поводу того, как пользоваться автостопом в Японии. Вам нужно добраться до сервис-эрии. Это зона, где водители и пассажиры могут остановиться, немножечко подразмяться, покушать, заправить машину. То есть сервис-эрия в странах Азии это что-то такое, знаете, общее. Это и автосервис, и заправка, и кафешка. И именно на этой площадке можно как раз-таки уже вписаться кому-нибудь в машину. Мы, например, для того, чтобы было проще, напечатали вот такие бумажки, на которых изображены названия городов. Только перевернуть надо. И еще пояснительная карточка. Вот здесь, например, подробно рассказано, откуда мы, кто мы такие. То есть ничего сложного, просто достаточно взять Google переводчик, написать немножко о себе, и водители будут понимать хотя бы, кто ты такой. Прекрасная семья, которая нас... Да, подвезла прямо до парома, который... Thank you. Which your family name? Tsutiyama. Arigato, Tsutiyama family. Thank you. Итак, автостоп в Японии есть, причем очень хороший. А сейчас мы отправляемся изучать природные локации, и первым на очереди стоит остров Ицукусима. Совершенно уникальное место, и показываем почему. Просто ты только выходишь с парома, буквально проходишь 30 метров, и гуляет олень. Смотрите, какая толпа людей, и ему вообще по барабану. Он настолько ручной, девчонка подошла, его гладит. С оленем рядом сижу. Ребята, представляете, у меня первый раз такое. Они реально здесь как коты. Отдельного уважения заслуживают магазины сувениров в Японии. Они настолько адаптированы под тематику того или иного места, что здесь прям глаза разбегаются, сколько можно найти всего интересного. Например, мы приплыли на остров,
где в свободном доступе можно взять и погладить оленя. Поэтому здесь можно найти футболки, наклеечки, кружечки и кучу сувениров, которые адаптированы именно под это туристическое место. Даже можно попробовать устрицы, приготовленные на огне. Причем устрицы выращиваются прямо вот здесь же. Смотрите, как интересно написали. Табличка информационная о том, сколько осталось до фуникулера, до подъемника. 8 минут, если пешком, и 6 минут, если побежишь. Вот не знаю почему, но почему-то вот японцы любят все маленькое. И это проявляется не только в товарах, но это проявляется даже в технике, в строительной технике. За моей спиной находится экскаватор. И по меркам Японии он, возможно, великан. Ну что, удивились? А я удивлю вас еще больше. Вот вам огромнейший самосвал. В Японии, как и во всех развитых странах, трекинги будут очень развиты. Здесь будет все максимально уютно, максимально комфортно. Через каждые несколько десятков метров будут скамеечки, на которых можно отдохнуть. Обязательно вывески информационные о том, сколько осталось идти до той или иной точки. Интересно, что отличает туристов, те, которые ходят в горы, те, которые просто приезжают для того, чтобы отметиться на главной достопримечательности, это то, что первые, они всегда с вами здороваются. Кончуала. Ну, возможно, друзья, это как раз-таки то самое проявление жизни в гармонии с природой. Возможно, в Японии наконец-таки постигли этот секрет, как можно уживаться с дикими животными в одной среде. С середины острова открывается потрясающий панорамный вид на город Хиросима, который мы тоже обязательно посетим, покажем вам. Что важно отметить, то что когда здесь организовывают какую-то смотровую площадку, не выкашивают большую площадь озеленения. То есть сделали маленькую аккуратненькую беседочку, парочку тропинок, и все это аккуратно интегрировали в окружающую среду. Вот, собственно, поэтому, наверное, здесь олени обитают. Даже та же самая канатная дорога, она выглядит совершенно аккуратно, всего пара вагончиков, которые поднимают и опускают посетителей. А вообще это место считается очень святым по той причине, что в 806 году это место посетил Кобадайси, один из главных священников в Японии. Это место еще посещали много известных личностей, что дало месту огласку и, соответственно, популярность. Главной изюминкой острова является гора Мисен высотой 535 метров. С нее открывается просто изумительная панорама на все 360 градусов. И, кстати, данный остров является одним из 3 самых красивых мест в Японии. А сейчас мы находимся в довольно необычном храме, и его уникальность заключается в том, что при входе каждый прихожанин может позвонить в колокол. Но мы немножечко удивлены тому, как происходит церемония подношения свечки. Там, видимо, настолько много свечек стало, что храм превратился в баню по-черному. То есть, если присмотреться, то люди туда забегают, быстро ставят свечку и убегают моментально, потому что оттуда идет большой-большой столб дыма. Что еще необычного в этом храме, так это то, что здесь очень много статуэток Будды. Он в разных формах, в разных обличиях, в разной одежде, в разных положениях тела, но их здесь больше 500, это точно. И все они носят вот такие причудливые красные шапочки.
Ворота за моей спиной – это так называемые атории. Через них также можно пройти, опять-таки, на удачу. Делается это каким образом? Когда отлив, туда можно прям пройти. Когда уровень воды поднялся, используют лодочки. И смотрите, что удивительно, что из этого не сделали массовый аттракцион. На берегу тысячи людей, но лодок в море всего несколько. Также нам сказали, что если вы посетили этот остров, вам обязательно нужно попробовать мамиджи. Мамиджи – это такая булочка с кремовой начинкой. Начинка также может быть еще бобовой и картофельной. Может быть, это картошка, но то, что это может быть кремом, я тоже не исключаю. Здесь все очень сложно со вкусами у японцев. Ну, в общем, мнение неоднозначное. Вот это вот точно с картошкой. Вот представьте себе просто булка с сладкой пастой картофельной, с пюрешкой сладкой. Вот та, которая кремовая была, она была все-таки поинтереснее. Вот. Как бы поставить галочку. Ого. Обалдеть, ребят. В прямом эфире, так сказать. Дедушка увидел, что валяется какая-то бяка на земле, остановился, достал салфеточку и убрал. И пошел дальше. Японцы настолько развились в технологиях, что даже булочки с кремовой начинкой они делают с помощью машин, с помощью механизмов. То есть все автоматизировано, роботизировано. Ходит только один дядечка и контролирует, чтобы все узлы и агрегаты работали исправно. Смотрите, какая сложная профессия у бабульки. Конвейерная лента ей подает готовые, уже даже запакованные мамиджи, а она просто их складывает в коробку. Наглые олени. Что это такое? Он попрошайничает. Он как гопник такой, по карманам, смотри, у тебя шарится. Так, что там есть? Что там нету? Он только что у нас стащил просто булочку. Мы сидели, кушали, перекусывали. Он такой подошел нагло, просто ее с пакетом вот так увел. Да, про тебя говорят. Ориентировка на тебя вышла. Ты смотри, какая она пухлая. Она пухлая, и она пятнистая. Это Бэмби. Это Бэмби, да. Ну а теперь приходит время переместиться из веселой, праздничной Японии в такое довольно-таки драматичное место. За моей спиной находится купол Гёмбоку. Это торгово-выставочный промышленный центр, который был построен в 1915 году. Но здание простояло совсем недолго, потому что в августе 1945 года Хиросима и Нагасаки были подвержены атомной бомбардировке. В общем-то, когда произошел взрыв, здание полностью не разрушилось, а выгорело, погибли все люди, которые находились внутри. Собственно, почему же его оставили и не снесли? Его оставили специально как пример того, что нельзя пользоваться таким сильным оружием, нельзя его использовать против людей. 6-9 августа 1945 года стали самыми страшными днями в истории Японии. Американские атомные бомбы с саркастичными названиями «Малыш» и «Толстяк» были сброшены над Хиросимой и Нагасаки. Первый удар пришелся на Хиросиму. От взрыва мгновенно погибли около 80 тысяч человек. Несколько десятков тысяч просто распались на молекулы. От них остались только темные силуэты на стенах и камнях. Что же стало причиной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? Летом 1945 года, несмотря на капитуляцию Германии, японская армия продолжала вести упорные бои. Окончательное решение о бомбардировке японских городов было принято после того, как в июле 1945 года Япония отклонила требования Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции. Люди поочередно подходят к этому камню, делают поклон. Это такой мемориальный камень. И к нему люди, если обратите внимание, приносят цветы и воду. Все по той причине, что после бомбардировки вся территория Хиросимы была отравлена. То есть питьевой воды и какого-то продовольствия в городе не было от слова совсем. И для того, чтобы этот ужасный факт был известен всему миру и был уроком всему человечеству в последующем, эти руины были укреплены. Их не снесли, их укрепили, сделали специальные конструкции, которые служат памятником вот этой ужасной трагедии. Вот так вот сейчас выглядит город Хиросима. На самом деле он был уже отстроен к 70-м годам. И давайте сейчас мы просто прикрепим несколько кадров того, как он выглядел во время бомбежки, после бомбежки.
Вот так вот выглядит мемориальный парк Хиросима, и сзади находится мемориальный музей, куда мы сейчас тоже хотим пройтись. Но вообще, конечно, хочется сказать, что японцы большие молодцы, что, представляете, город, который был полностью уничтожен, они смогли буквально за какие-то 30 лет полностью восстановить, сделать новый город. Чтобы более четко представить масштаб всей трагедии, достаточно посетить музей Хиросимы. Здесь собрано множество экспонатов и фотографий происшествия. Глядя на эти кадры, становится совершенно ясно, что выжить чему-то растительному, а тем более человеку, было совершенно невозможно. Каменные дома были полуразрушены, деревянные были сожжены дотла. А на этой экспозиции представлены макеты бомб, сброшенных на Нагасаки и, соответственно, на Хиросиму. Чтобы понять, сколь сильным был взрыв и какая была высокая температура в эпицентре взрыва, достаточно посмотреть на фрагменты, найденные после взрыва. Например, здесь представлена стеклянная бутылка, которая оплавилась. Все мы были молодыми, вы помните, когда нас водили по музеям, нам было не очень интересно наблюдать и слушать то, о чем там рассказывают, хотя вещи были действительно важные. В Японии пошли дальше. Для того, чтобы привить эти знания молодежи, чтобы молодежь знала, какие ошибки нельзя повторять, историю трагедии Хиросимы даже напечатали в комиксах. История напечатана в нескольких изданиях и разными авторами. Я думаю, что любой фанат комиксов или манги будет в полном восторге, если вдруг во время своего визита обнаружит подобного рода магазинчик. Здесь продаются старые издания выпусков манги и комиксов. И только стоило мне сказать, что я за это не шарю, что я ни в чем из подобного не разбираюсь. Я же старый человек, старая гвардия. И смотрите, на что я натыкаюсь. На рейнджеров. Это DVD-шники с изданиями мультиков, разными сезонами рейнджеров. Ну это же просто фантастика. Да, классно было бы узнать, какие у вас ассоциации с Японией. Может быть, вы что-то напомните. Напишите в комментариях, что из мультиков или из аниме вы смотрели, от чего фанатели. Это тоже очень важно знать. И, может быть, мы тоже что-то подобное снимем в следующий раз. И вернемся к моменту о том, что люди любят здесь создавать культ чего-либо. Вот так, например, культ Годзиллы. Мы вам уже показывали покемонов, что на них здесь конкретно зарабатывают. Также и Годзилла. Все знают Годзиллу, поэтому можно смело ставить кучу лавочек с веерочками, с платочками, с магнитиками, с наклеечками и тому подобным. Я же говорю, старая гвардия клюет на такие штуки. Не знаю почему, но в Японии очень популярны полароиды. Заходя в магазины электроники, натыкаешься на огромные ряды всеразличных камер, которые могут сразу же выдать вам готовую картинку. Доходит до того, что они делают камеры столь мизерного размера, что ее можно просто уместить в кулачке. Вот моя ладонь, и вот эта камера. И это Instax, который полностью рабочий, на который можно купить специальные картриджи и делать снимки.
Что насчет всеми любимой мыльницы Kodak? Тоже есть в наличии. Легенькая, компактная и всего 4000 йен, что в пересчете на наши деньги 2400 рублей. Но на самом деле электроника почему-то здесь дороже, чем даже у нас в России. Может быть, это связано с тем, что здесь выше ценообразование, потому что население получает большие зарплаты, из-за этого может больше тратить, соответственно. Но мы сравнивали цены нашей фотоаппаратуры, нашей техники, и в других странах почему-то ее можно купить гораздо дешевле, чем в Японии, где она и производится. Сейчас мы находимся у императорского храма, который был построен в 1591 году, но в 1945 году его разбомбили, но в последующем умелые японцы его восстановили и назвали его храм Карпа. А почему Карпа? Да посмотрите же! И в самом центре всего этого комплекса находятся руины бывшего штаба императорской армии Японии. Этот штаб функционировал еще во время Японско-Китайской войны. Изначально он был в Токио, но потом его перенесли именно сюда, в Хиросиму. Но и он был также разрушен в 1945 году. Но рядом находится очень красивый храм Карпа, куда мы сейчас и направляемся. Но храм, конечно, поражает своим традиционным японским стилем, которым он выполнен, и то, насколько это все многоярусно, и все сделано из дерева. Вообще особенность таких строений старых, то, что они в основном делались с каменным фундаментом, а сверху все надстраивалось уже деревянное. Плюсы и минусы таких сооружений. Плюсы — это то, что это выглядит очень красиво, богато, и, естественно, можно высоко сидеть, далеко глядеть. Но на самом деле мы знаем, что эти конструкции очень хорошо продуваются ветром, и в них зимой, в зимний период, очень холодно. А сейчас покажем вам, как хитрым способом паркуются в Японии. Существуют многоярусные парковки. То есть процедура следующая. Машинка заезжает, то есть есть такая карусель, механизм, который вращается, как колесо обозрения. А когда водитель приходит за машиной, ее ласточку опускают, она выезжает задом, и на этом вот круге берут ее и разворачивают. То есть, чтобы водителю не вертеться на одном месте, вот так вот заезжают на платформу. И что делают дальше? Просто разворачивают ее на месте, ребята. Ну когда мы до такого дорастем? Это просто что-то на грани фантастики. Все, никаких вот этих вперед, назад, задняя передача, передняя передача. Талончики на парковку, естественно, вы получаете самостоятельно. То есть никому обращаться не надо, никому денежку давать. Ну и, собственно, обычная парковка оплачивается тоже через вот такой вот терминал. Просто закидывается туда купюра, либо же с карточки можно оплатить, поставить машинку. И что важно, смотрите, как они по-хитрому делают, чтобы машина, в случае, если есть какой-то уклон, и вы забыли там поставить ее на ручник, есть специальный бортик, который в случае, если машина покатится, остановит ее, не даст ей никуда укатиться, никуда врезаться. Безопасность. Если вдруг вам надоело гулять по городу, можно развлечь себя игровыми автоматами, которые мега популярны в Японии. Их можно найти в любом городе и в огромном количестве. И, как правило, они делаются в несколько этажей. Это большие игровые зоны, где просто неимоверное количество игр и автоматов. На самом деле, хочется сказать спасибо России, что у нас не было таких игровых автоматов и игровых зон. Мои бы все карманные деньги остались точно там. Но мы еще не рассказали вам, почему так популярны автоматы с женским ношенным бельем и литературой с эротическим содержанием в каждом сетевом магазине. Как Японии удается переносить тысячи землетрясений каждый год. Почему в Японии так популярны тентакли. Как выглядит сверхсовременная Осака с ее безумной ночной жизнью и культом уличной еды. Покажем традиционный уклад жизни среди бесчисленного множества храмов в бывшей столице Японии, городе Киото. А также, как японцам удалось сохранить гармонию между дикой природой и людьми. Об этом также в следующей серии. Напишите в комментариях, какие еще факты о Японии вы бы хотели узнать, и какие стереотипы у вас разрушились или наоборот подкрепились. Чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и обязательно оцените это видео. Поддержать нас можно донатом на карту, все реквизиты в описании под видео. Всем пока-пока, скоро увидимся.